Ты слышишь? Это зов древних земель. Латинская Америка шепчет сквозь тишину джунглей, шум океана и дыхание вулканов. Мы пройдем туда, где нет толп и банальных маршрутов. Там тебя ждут не просто фото, тебя ждет настоящее пробуждение чувств. Получи уникальный маршрут, личное сопровождение, комфорт как дома и полную безопасность даже в самых диких местах. Хочешь почувствовать силу мира, где правит природа и дух свободы? Смотри ссылку в описании и сделай первый шаг туда, где начинается приключение. Почему русских тянет на иностранцев? Не всех. Дети, которые рождаются здесь, имея русский паспорт, они имеют право иметь и гватемальский тоже. Вот я лично за каждого ребенка плачу $100 за автобус в месяц. И мы купили землю на Тетлане, на этом озере. Это очень туристическое место. И мне нравится Гватемала, что здесь все очень стабильно. Здесь ничего не улучшается и ничего не ухудшается. Что просто заходит чувак с пистолетом, он так открывает сумку и говорит: ну давайте, ребят, скидываемся. И все такие телефоны, кошельки. Вот он проходит, собирает, как, знаешь, по церкви. Но бесплатное образование, оно есть, но его по факту нет. Все шахты в Гватемале, например, у них владельцы иностранцы. Теперь я могу сказать, что я профессионально занимаюсь созданием комиксов. Это все завязано на продаже наркотиков. Гватемала тут больше как проезжая страна, скажем так, через нее перевозят это все. Пока он не получил гражданство, он на каких основаниях находился в стране? Как турист-нелегал. Турист-нелегал. Гватемала — это не про общественный транспорт. Тут все-таки нужно иметь свою машину. У меня ребенок второй получал гватемальское гражданство, можно сказать, 6 лет. И ты ничего не доплачиваешь? Ни скорой помощи, ни клиники, ни при госпитализации, если сумма не превышает? Опять-таки тут же есть своя местная мафия. То есть они там должны между собой тоже это все перетереть как-то там. Всем привет, это Гватемала, и мы встретились с Марией. Сегодня она расскажет, чем она здесь занимается. Поехали. Мария, расскажи, пожалуйста, почему именно Гватемала? Привет. Как я говорю, я не выбирала Гватемалу, Гватемала выбрала меня. Потому что мой муж из Гватемалы, и, соответственно, за ним я приехала сюда. Окей, а познакомились вы где? Познакомились в моем городе, в Ростове-на-Дону. Он там учился в институте, закончил институт, и после института вернулся к себе, получается, в страну. И через какое-то время позвал меня. Почему русских тянет на иностранцев? Не всех. Я с кем не общаюсь в Центральной Америке. Познакомились в России, приехала, учился, Ты знаешь, уехали. самое смешное, что когда мы познакомились, я вообще думала, что он грузин, если честно. Потому что это был какой-то непонятный язык, какой-то странный акцент. И, это просто случайное совпадение, можно так сказать. На каком языке вы общались, если ты испанского не знала? Он же учился в институте, он очень хорошо говорит по-русски. Так что мы общались на русском, да. И потом тебя завлек в Гватемалу. Да, можно так сказать. А после института я хотела дальше продолжить учиться в Испании, поэтому я начала учить испанский. Получила базу. У меня немножечко был старт. И потом здесь уже, в Гватемале, уже доучивала капитально язык. И с какого года ты в Гватемале? По-моему, с 2011 или 2012 года. То есть уже, пускай, 13 лет. 13 лет. На сегодняшний день ты легализировалась? Какие документы ты имеешь? У меня до сих пор нет гражданства, и на данный момент у меня резиденция, постоянный вид на жительство, получается. Его дают на 5 лет, его можно потом продлить опять на 5 лет. Есть вариант получить гражданство, но недавно у них поменялись законы, что при получении гватемальского гражданства ты должен будешь отказаться от русского. И я на этот шаг не готова. И, собственно, могу спокойно жить с резиденцией. Поэтому мне это не мешает. Но в то же время, допустим, дети, которые рождаются здесь, имея русский паспорт, они имеют право
иметь и гватемальский тоже. То есть это только распространяется на людей, которые получают гражданство потом, можно сказать. Ну, ты ПМЖ получила по браку или по родам? Вот. Первое по браку, а второе по родственникам. Получается, потому что мои дети уже гватемальцы. То есть у меня уже второе оно. Все твои дети родились в Гватемале? Нет. Два первых моих ребенка родились в России, старшие мальчики. И из России я приехала сюда, получила им гватемальские гражданства. Это отдельная история с каждым ребенком. А самая маленькая девочка, я уже родила здесь. Тут было все максимально просто. Намного проще рожать в Гватемале, ну, в плане документов, чем, допустим, делать наоборот. А как тяжело было получать документы российским твоим детям, которые в России родились, на гватемальское гражданство? Ну вот смотри, с первым, в принципе, было не очень сложно. Но это, знаешь, это больше так, побегать по всяким инстанциям, позабирать бумажки. Со вторым ребенком, опять-таки, гватемальцы не очень любят менять эти бюрократические законы, причем у них нет каких-то четких шагов, вот как у нас в России. Допустим, выдадут тебе список, пришел, собрал, подтвердил, сдал папку, ее приняли, все. Здесь у них всегда есть какие-то недоговорки, это нужно было сделать вот так, а тут апостиль, а тут не надо было. И они это постоянно меняют. То есть, когда я начала оформлять на второго ребенка, у меня, допустим, возникла проблема с моим отчеством, что в свидетельстве о рождении, вернее, в свидетельстве о браке у меня фигурирует отчество, а в паспорте, естественно, в нашем, отчества нет, его не переводят. И началась неразбериха, что это как два разных человека, что нужно подтвердить, мы долго не понимали. В итоге я мучилась и наняла адвоката, чтобы она мне это сделала. Плюс мы не жили в столице, мы тогда жили вот в Элисторе. И очень проблематично было ездить, заниматься бумагами, отдали адвокату. Адвокат оказался очень непорядочным человеком. 3 года она нас рассказывала нам разные байки, почему нельзя, почему здесь сложности, взяла с нас за это деньги. В итоге она ничего не сделала. И пока вот я не переехала в столицу жить, забрала у нее эти бумаги и сама все это разрулила, сама оформила буквально за год. У меня ребенок второй получал гватемальское гражданство, можно сказать, 6 лет. Пыталась ему выбить. Хотя по всем законам он имеет на это право. А пока он не получил гражданство, он на каких основаниях находился в стране? Как турист-нелегал. Турист-нелегал. И многие так живут здесь на самом деле. То есть вот это 3 месяца нам дают безвизово, потом выезжаешь за границу, тебе въезжаешь, можно в тот же день, и тебе опять на 3 месяца продлевают. Вы въезжали? Нет, конечно. Тебя же, пока ты внутри страны, тебя никто не проверяет. То есть, допустим, я знаю многих иностранцев, даже европейцев, которые вот въезжают, не хотят заморачиваться с документами, получать какие-то там визы, бегать по этим миграциям. И они просто здесь живут и никогда не выезжают из страны. И их никто никогда не проверяет эти документы, у них нет с этим никаких проблем, собственно. А когда выезжают, уже штраф? А когда выезжают, да, штраф платишь. Большой? Там, по-моему, 10 кецалей за день просроченный. И накапливается до определенной суммы. То есть это не бесконечная сумма, там какой-то определенный топ у нее есть. Я не знаю, какая сейчас, могу ошибаться, но раньше это было, по-моему, 1500 кецалей. Это максимум, который ты должен заплатить, если ты проштрафился с этим всем. При выезде из страны, опять-таки. Угу. Вот. По поводу родов. Насколько здесь вообще качественно, некачественно роды? Тем более у тебя есть сравнение, ты в России рожала, здесь рожала. Здесь разное, конечно. Здесь удобные клиники, удобное обслуживание, врачи очень, скажем, не так наши русские, они очень обходительные с тобой, они внимательные. Это в целом гватемальская черта, и, может, в Центральной Америке все люди такие. То есть они тебе все хорошо объяснят, будут всегда с тобой очень воспитанными, никакого там ни хамства, ничего. Но за счет того, что это все коммерческое, допустим, роды, если мы в России лежим после родов 4-5 дней, нас не отпускают из больницы, там проверяют ребенка, чтобы все было хорошо. Здесь буквально на следующий день тебя тут же выписывают. И мне, честно говоря, это было немножко, страшно, скажем. Выгоняют. Да. То есть, теоретически ты можешь остаться на подольше, но это же все платно, это дорого. Соответственно, они знают уже, что люди на это не подписываются, и так в них нормально для них считается.
Поэтому, ну, я думаю, что это немножко рискованно, потому что все-таки новорожденный ребенок, ты не знаешь, у него может быть какая-нибудь патология или что-то. Я бы осталась на подольше. Но в целом, конечно, единственное, что вот другие девочки жаловались, что, опять-таки, из-за того, что это коммерческая тема, врачи часто настаивают на кесаревом и предлагают тебе кесарево, либо в последний момент могут там придумать какую-нибудь причину, чтобы тебе его навязать. Чтобы ты дополнительно заплатила за кесарево кесарево. дороже, чем натуральные роды, да. Поэтому, ну, нужно доверять своему гинекологу, нужно заранее с ним это проговаривать, объяснять. Ну, как в моем случае, допустим, я абсолютно не хотела кесарева, для меня это был не вариант. Ну и у меня не было никаких к этому предрасположенностей, поэтому я сразу ей говорила, что вот, я не хочу. Но у меня была такая история с этими родами, почти для фильма. Потому что мы на тот момент жили на озере Ацетлан. Это где-то 3-4 часа на машине до столицы. Гинеколог мой из столицы. Клинику, которую мы выбрали рожать, тоже, соответственно, здесь. И мы жили в городе Панахачель, отель моего мужа, ну и муж на тот момент находился в Сан-Маркусе. Это, ну, в общем, Ацетлан, озеро. У него много маленьких городков вдоль берега. Да. И по озеру ты путешествуешь как на водном такси, такие лодочки, которые... Вот. И мой муж как раз находился в Сан-Маркусе, в другом городе, и в это время не было лодок, потому что была ночь. У меня схватки начались где-то часа в 3-4 ночи. Я ему где-то в 4:30 звоню: «Серхио, приезжай, нам пора». И то есть ему приходилось вызывать частную лодку, которую он ждал, она его там забирала. На частной лодке приехала за нами, забрал меня, ну, и старших детей, и мы на машине ехали, получается, с озера в столицу, чтобы успеть к родам. У меня уже были схватки по полной. И я звонила своей гинекологу, и она такая говорит: «Так, посчитай, сколько там секунд между схватками». И я ей посчитала, говорю, она говорит: «Ты не успеешь доехать». Езжаю, разворачиваюсь и езжаю в Шело, в Кацальтенанго, это ближе вам там. И я понимаю, что я сейчас приеду в Шело, то есть мне нужно заново искать клинику, непонятно к какому врачу я попаду. Ну, то есть я не согласна была на этот экспромт. Я такая: «Нет, я доеду, я к вам доеду, я готова, давайте, ждите меня там, пожалуйста». И мы ехали просто, знаешь, как в этом фильме «Такси», когда вот так вот мы всех обгоняли, там, мы на заднем сиденье с детьми так перекатывались с одной стороны на другую, там всем сигналили, вот подрезали. Ну, в общем, мы доехали в итоге, все, слава богу, и буквально через 1,5 часа, как мы доехали, я уже родила. Так что всё нету очень быстро прошло. в Гватемале службы скорой помощи, которая приедет за роженицей? Это для того, чтобы вдруг, если она родит, то родит в машине скорой помощи? Есть, ну, частные, ну как, есть Bomberos Voluntarios, это типа спасателей наших, которые такие полускорая помощь, полупожарники, скажем так. Их можно вызвать, ну, вот как скорую помощь на бесплатной основе. Ну, и если бы у тебя есть какая-то страховка, привязанная к определенной клинике, что чаще всего люди делают здесь, соответственно, ты вызываешь скорую помощь из этой клиники по страховке. То есть, потому что сама по себе медицина частная, дорогая, поэтому, естественно, у всех людей здесь страховка. И ты выбираешь, какой клинике ты хочешь эту страховку. По деньгам, либо по количеству, там, по уровню медицинских услуг, какая лучше, какая То есть только проще. ты одну клинику можешь выбрать по страховке? Или несколько? Нет, смотря какая страховка, да. То есть есть возможность несколько Можно клиник? несколько, да. А туда входит в страховку скорая помощь вообще, вот вызов, перевозка? Опять-таки, смотря какую форму страховки ты выберешь. А в базовой нет этого? Ну вот я не буду врать, потому что я не уверена. Но мне кажется, что скорая все-таки входит туда. Ты чувствуешь зов перемен? Где-то там, за горизонтом, начинается твоя новая жизнь. В каком уголке Латинской Америки ты найдешь себя? Наш канал – это проводник в неизведанное. Истории русскоязычных переселенцев, секреты жизни за границей и то, что не расскажут в глянцевых блогах. Подпишись, спроси, исследуй. И помни, твой новый дом может быть ближе, чем ты думаешь. А бесплатной городской скорой таковой нету вообще в стране? Ну, бесплатно, же говорю, это вот эти, получается, спасатели, такие спасатели скорой помощи. Bomberos Voluntarios они здесь называются. Они бесплатные.
Ты их можешь вызвать, они бесплатно заедут, заберут тебя и отвезут не в частную, а Бесплатную клинику. в бесплатную городскую клинику, да. Но туда лучше не попадать. Туда не попадать. А что там не так? Я никогда там не была, слава богу, да, но по рассказам, допустим, мой знакомый работает таким пожарником, прямо на вызовах все, и они отвозят, и он, конечно, рассказывает жуткие истории. Но основным, скажем так, отрицательным фактором то, что туда приезжают люди, у которых нет денег на частные клиники. Соответственно, это очень много там ножевых ранений, огнестрельных ранений, люди с всякими инфекционными странными заболеваниями. Естественно, это городская клиника, у них маленький бюджет, там нет места, люди в коридорах раскладывают больных, и у них там сложность с препаратами. Но, с другой стороны, говорят, что, допустим, там должны стажироваться врачи перед тем, как начать практику частную. И у них очень классная школа из-за этого. То есть они выходят оттуда такими хорошими профессионалами, потому что они, скажем так, попрактикуются на всех разных видах болезней и всего такого. Поэтому... А скорая помощь вообще быстро приезжает, вот если бы ты вызвала городскую бесплатно? Вот я не буду врать, я не знаю. Я никогда не вызывала. Никогда не вызывала. Мне, слава богу, не приходилось. Но я же говорю, допустим, в плане родов мы сами ехали. Мы не рисковали с этим делом. А с детьми в клинике в частной также обращаетесь? Да, конечно. Страховка тоже? Да, по страховке. То есть без страховки не рекомендуешь здесь жить? Если у тебя есть деньги, это не проблема. Ты очень сильно потратишься, очень дорого это. Страховка прямо очень сильно тебе экономит эти расходы. Например, допустим, взять те же роды. В среднем, не очень дорогие, не очень дешевые, роды стоят где-то $1200 примерно. Опять-таки, смотря какую клинику ты выберешь, это примерно 11 тысяч кецалей. Если у тебя есть страховка, как в моем случае было, мы заплатили всего 3000. То есть ты платишь какой-то там минимум, минимальная часть. То же самое с любой операцией, которая тебе нужна будет, если вдруг нужна. То есть, имея страховку, ты просто заплатишь какой-то там минимум. То есть нет страховки, которую ты заплатил один раз и больше не доплатишь? По-любому ты будешь доплачивать какой-то Это ежемесячная оплата. Ты имеешь в виду, она не гасит, смотря, конечно, что, да, то есть, но если тебе нужна госпитализация, то есть, если что-то нужно делать, то тебе какой-то минимум все равно придется заплатить, да, это не под ноль. Не, просто вот в России страховка. Страхуешься ДМС, добровольное медицинское страхование. И ты выбираешь сразу пакет. Пакет, допустим, со скорой помощью, пакет с госпитализацией. Просто у тебя указан чек. Если будет госпитализация, ты можешь лечиться, образно говоря, на 500 тысяч рублей. Если у тебя лечение выйдет свыше, ты доплачиваешь сам. И ты не заморачиваешься, ты приходишь в ту клинику, которая указана в списке в этой программе, и ты ничего не доплачиваешь. Ни скорой помощи, ни клиники, ни при госпитализации, если сумма не превышает. То есть таких программ здесь нет. По-любому ты доплачиваешь всегда. Ты говоришь, зависит от серьезности каждого дела твоего. Если, допустим, 100% входит в стоимость, и тебе не нужно платить, например, прием у врача. Допустим, у меня там что-то заболело, я пошла, записалась к специалисту к определенному, он меня бесплатно, не бесплатно, а это как бы покрывает страховка, то есть там я ничего не доплачиваю. Опять-таки, если меня направляют на какую-то госпитализацию, на операцию, на что-то еще, то они, видимо, там рассчитывают какой-то процент от сложности, от дорогостоимости. Например, прививки, они не входят ни в какую страховку. Если детям ставить, это все только платно. Есть бесплатные прививки в государственных клиниках, но опять-таки их не рекомендуют. Они плохого качества. И стоматологические услуги тоже никто не дает тебе на это страховку. Это все, естественно, платно только. А поход по специалистам, анализы, например, это все входит в стоимость страховки полностью. То есть она покрывает. Окей. По садику и школам что расскажешь? Круче, хуже? Мне есть с чем сравнить. И мне, знаешь, первое впечатление было отрицательным, а теперь мне все нравится. Почему? Потому что
ну, у них нет такого понятия садик, как у нас. Когда ты отдаешь ребенка в 8 утра, его там кормят, укладывают спать, играются, выводят на улицу и отдают тебе в 5 вечера, допустим. У них в принципе не существует этого. У них есть такой как бы садик при школе или школьного образца, скажем так. Вот, ребенок приходит в 8, и у него уже есть расписание, как будто бы уроки. Знаешь, что сначала мы занимаемся час рисованием, потом у нас час как бы математика, там мы яблочки учим считать, потом там час у нас английский язык, потом там час мы бегаем во дворике. И его забираешь в 12. Ну, то есть с 8 до 12 они там даже не едят. Максимум ты отправляешь им в коробочке какой-то перекус. Опять-таки мама это им отправляет из дома. То есть в садике, школы нет питания. И получается совсем на немножко отправляешь ребенка. Он там не весь день. С школы... Но мне нравится как бы в этом плане образовательная сама система. То есть они мало, но они занимаются с ребенком. Он приходит домой, и я чувствую прогресс, знаешь, вот они реально их там мучат. То есть у меня дети, они научились читать и писать в 5 лет, и я к этому абсолютно никак не прикладывала усилий. То есть их все это научили в школе. Старший сын, допустим, он пошел в школу, у него был нулевой английский, он даже букв не знал алфавита. Мы как раз приехали из России, из долгого отпуска. И он за год, он заговорил лучше, чем я. На испанском или на русском? На английском. На английском, да. Ну, старшие дети у меня говорят на русском, потому что я поставила себе цель, что они не должны потерять русский язык. Что дома мы говорим только на русском, я всегда с ним говорю только на русском. Мультики, книжки, среду хотя бы небольшую создать. Потому что как только дети идут в школу, они буквально за 3 месяца у них становится идеальный испанский язык. И, соответственно, русский начинает отходить на задний план, теряться. Вот, поэтому у них у всех первый язык русский дома до 3 лет. Потом в 3 они уходят в сад, они учат испанский очень быстренько, хватает его, и с этим нет проблем. Но вообще испанский легкий язык, мне кажется. А вот школы и садики, они все частные или есть государственные? Ну как, есть, конечно, государственные, они очень плохие. Они, можем сказать, только для индейцев, к сожалению, можно так сказать, потому что это в основном прослойка людей, у которых нечем платить за частные школы. И это проблема, на самом деле, в Гватемале, потому что не во всех городах есть школы после 6 класса. Не у всех людей, которые живут не в столице, не в крупных городах, есть шанс учиться дальше. Ну, я говорю про простых людей, да, то есть у которых нечем платить. Но при этом великолепные частные школы. То есть прям очень хорошее образование, детьми занимаются, есть рейтинг школ, школа борется за то, чтобы у нее были высокие оценки, соответственно, она заинтересована в том, чтобы дети там учились, понимаешь? Вот. Но бесплатное образование, ну, как бы оно есть, но его по факту нет. Вот. Ну, все иностранцы, то есть иностранные дети, они в частных школах, да, учатся? Конечно. И все гватемальские дети, которые хоть как-то зарабатывают, они тоже учатся в частных школах. Ну, там кто насколько может себе позволить. То есть там разлет цен очень большой. То есть есть очень бюджетные варианты, если у тебя прям невысокий достаток, и это будет нормальная школа, как бы ничего такого страшного там. Вот. Ну и, соответственно, чем больше ты получаешь, тем лучше хочется дать образование детям, и выбираешь более лучшую школу. Несколько языков обучают в школе? Да, есть... Ну, знаешь, здесь же есть разные... Скажем так, вообще Гватемала, население Гватемалы, у нее очень много коренного населения, вот индейского населения, в отличие там, от разных других латиноамериканских стран, где очень перемешанные. Здесь они до сих пор очень сохранились свою культуру, языки, и вот сильно развито местное коренное население. Но при этом еще присутствуют, скажем так, белые люди. То есть это вот остатки испанцев, которых там захватывали, и очень много иностранцев, которые на протяжении многих лет сюда переезжали. То есть много тут немцев, и французов, и из Швейцарии, то есть европейцы, да, опять-таки из США. Там.
в основном белые люди, они... ну, белые люди, я так условно их называю. Нехорошо, конечно, так говорить. Я вообще... Гринго. Я против расистов. Ну, для местных любой белый человек — это гринго. Вот они даже мне говорят, что я гринго, да. Мы должны как бы обижаться на это, они наши враги. Но, в общем, да, есть такое предвзятое немножко отношение. И они... вот к чему все это было, что, допустим, они стараются держаться, каждая национальная группа старается немножко придерживаться друг друга. Допустим, здесь в Гватемале есть школа, основанная немцами, у которых будет второй язык немецкий. То есть испанский, половина уроков будет на испанском, половина на немецком. Ну, естественно, тебе всегда будут давать английский язык. Такая же школа есть с французским языком. Но есть школа, где английский 100% full, только на английском языке. Даже испанского не дают детям. То есть смотря, что тебе интересно, вот, ну, или твои корни, допустим, ты хочешь выбрать. Но школы на русском нет. Вот это как раз пробел для бизнеса. Никто не хочет открыть. Вдруг кто-то хочет, хотя бы садик. Я, вот, знаешь, школам, ну, я понимаю, сложно, но хотя бы русский садик, если бы был, было бы здорово, на самом деле. Для того, чтобы открыть, нужно понимать, сколько здесь русскоговорящих на сегодня. Ну вот, да. Ну, я же говорю, в последнее время нас стало больше здесь. Как-то. И вот посольство старается нас всех собирать, дружить, между собой знакомить, потому что... Ну вот я, например, сколько лет здесь жила, я не знала ни одного русского человека, пока мы не устроились работать на шахту. Ну, на шахте, естественно, там все... Управляющаяся ячейка была русские украинцы. А что за шахта, как называется? CGN. И также они назывались Пронику. По-моему, отсоединились сами шахты по добыче. Она находится на озере Изаваль в Элистория, вот, ближе к Белисе, в сторону Тикаль. И там хозяева выкупили старую заброшенную канадскую шахту по добыче ферроникеля. И они ее разостроили, перестроили, увеличили, начали добывать руду, перерабатывать ее, вывозить тоже. В общем, очень огромный проект. Огромный. Это самый крупный проект, по-моему, в Центральной Америке. Но сейчас, к сожалению, из-за санкций он заморожен. Потому что жалко, на самом деле, что проект закрыт. И там работало очень много наших соотечественников, и из Украины тоже очень много, потому что владельцы также владели на Побужье шахты, тоже по никелю. Так что они очень много специалистов оттуда забрали сюда. Что у местных нет даже институтов, чтобы обучать людей шахтерному делу. Да? Наверное. Как это правильно сказать, да? Шахтерного дела, как копать, бурить. Да, нет местных специалистов, которые... Поэтому все шахты в Гватемале, например, у них владельцы иностранцы. То есть я знаю, что есть золотодобыча канадцев. Канадцы владеют многими шахтами. Ну вот никель, допустим, тоже добывали канадцы, потом бросили, и вот их выкупили русские владельцы. Вы за границей. Все незнакомо, все чужое. И вдруг здоровье под угрозой. Что делать? Вас не оставят одних. Росмедицина как тень, что всегда рядом. Мы организуем срочную госпитализацию, эвакуацию, даже роды за границей. И все это в лучших клиниках Латинской Америки и России. Включите Росмедицина в страховку и получите доступ к лечению без доплат. Медицинский самолет, скорая помощь в аэропорту, врачи мирового уровня. Вы не просто пациент, вы под защитой Росмедицина. Когда здоровье – дело жизни. И то есть, когда ты вот приехала... И когда я переехала на шахту, я наконец-таки, познакомилась с русскими людьми, но опять-таки это были люди, экспаты, которые приехали именно туда работать, оттуда они практически не выезжали, очень сложный был график, они там работали по 6 дней в неделю. Они, собственно, приезжали, чтобы работать. Некоторые люди после этого оставались здесь жить. Это люди, которых я сейчас знаю, которые сейчас живут здесь. И, опять-таки, я лично никогда не жила в столице. Мы всегда ездили по стране. Я все почти департаменты знаю, везде немножко пожила. И, там, конечно, нет вообще русских. И вот сейчас, последние 3 года я живу здесь, в столице.
Здесь я уже познакомилась, да, с нашими русскими людьми. И сколько по количеству русских? Ой, ну я же не знаю. Не Ну, знаю, так не... примерно. Ну, немного. 100, 200. Может быть, 100. Если мы не берем в расчет шахту, да, потому что это отдельно. Ну, то есть там до сих пор какие-то сотрудники работают? Там до сих пор люди остались, но которые как бы, ну, следят за порядком, знаешь, чтобы просто ее там не растащили, грубо говоря, местные. Потому что это очень удаленно от цивилизации, и там местное население воспользуется шансом, естественно. Это твоя первая работа была как по приезду в Гватемалу? Ну, нет. Ну, я всегда работала графическим дизайнером. То есть я работала не на гватемальскую фирму, на фирму из США на удаленке. А потом предложили переводчикам опять-таки на шахту, потому что мало, очень сложно было найти с русского на испанский. Русских мало, почти никого нет. И в основном первые переводчики, которые туда поехали, они не были русскими. Они были как раз вот такими гватемальцы, студенты бывшие, которые учились в России, и они, соответственно, знают русский. И вот это был основной штат переводчиков там. А потом уже начали привозить туда именно как экспатов русских людей, переводчиков. Ну, то есть ты переводчиком работала? Я работала там переводчиком вначале, да. Переводчиком. Ну, так как я по образованию закончила архитектурный вуз, по образованию дизайнер, то меня направили в отдел с проектирования. Я переводила в основном печатную продукцию, то есть чертежи, всякие руководства по строительству, вот, ну, в том числе и с английского, потому что все осталось от канадцев на английском языке, основные старые чертежи, старые планы. Ну и все, что потом делалось нашими чертежниками, русскоговорящим, нужно было переводить на испанский для подрядчиков, которые все это потом строили. Но муж с тобой тоже там работал? Да, он был начальником вообще всех переводчиков. Начальник всех переводчиков. Отдела переводчиков, да. Вот. Но он, получается, гватемалец, который вот выучил в России русский. А на сегодняшний день, то есть ты чем занимаешься, кем работаешь? Сейчас я рисую комиксы. Вот. Я бросила дизайн. Я сказала, что все, хватит выслушивать чужие мнения, добавлять тенюшки, обводочки. И я давно очень хотела... Ну, мне всегда нравилось рисовать. И я, скажем так, позволила себе сделать этот шаг. И теперь я могу сказать, что я профессионально занимаюсь созданием комиксов. То есть у тебя какая-то команда или ты в единственном числе? Нет, я одна сама все делаю. Пишу сценарий на английском, делаю раскадровку, рисую. Но у меня есть девочка, которая мне помогает технически кое-что там разукрасить, например, добавить в таком плане. Но как команда нет. Я одна сама справляюсь. И продаешь кому это? И публикуюсь на платной платформе, называется Webtoon. И там тебе, ну, изначально, если ты не работаешь по контракту, тебе платят за просмотры. Знаешь, ну, на каждой моей главе внизу висит баннер рекламный. Вот сколько людей прочитали главу, значит, столько посмотрели баннер, соответственно, там какая-то копеечка укапывает. Не знаю, чем больше просмотров, тем больше в итоге под конец месяца зарплата. Но сейчас у меня просмотры сильно выросли, поэтому меня взяли на контракт. То есть на постоянной основе теперь мне будут платить какую-то стабильную зарплату. Тоже, считай, новая ступень в моей карьере. А муж чем занимается? А муж, собственно, после того, как мы поработали на шахте, скопили денег, это была цель — накопить денег и купить свою землю. И мы купили землю на Тетлане, на этом озере. Это очень туристическое место. И там очень красиво, там кругом вулканы, там классный климат. То есть там круглый год весна, можно сказать так, плюс 25, плюс-минус. И много туристов, и красивое озеро. И купили там землю и построили маленький отель. Такие домики, деревянные домики. И мы их сдаем на букинге, на Airbnb. Кстати, называется «Баба-Яга». Я выбирала название, да. А почему «Баба-Яга»? Ну, знаешь, как у нее же избушки на курьих ножках маленькие деревянные. И вот наши такие деревянные эти домики, они как-то такое навевают дух. Ну и плюс того, что мне хотелось какое-то русское название, знаешь. Так что хотите Бабу-Ягу, бронируйте заранее. Да, Баба-Яга, Тетлан можно найти. И там сколько номеров и домиков этих? Ну вот на данный момент 4 домика. Ну, мы потихоньку строим один домик, потом копим на второй, строим второй.
И в идеале будет домиков 8-10 в конце концов. Они прям на берегу вот озера, да? На краю? Ну Или да, вот получается у земли, ну, наша береговая линия, прямо пляж свой. И ну, там гористая местность, получается, на склоне горы разбросаны достаточно далеко друг от друга, но чтобы было все так максимально удобно для А не бывают там постояльцев. какие-то погодные явления, что могут снести это Вот домики? там не бывает. Ну, нужно понимать, что в Гватемале сезон дождей, когда ближе, скажем так, к сентябрю, октябрю прям очень сильно идет дождь, и бывают оползни. Но это в основном районы ближе к морю. То есть на озере это практически от этого не страдает. Там, ну или столица, например. То есть в определенных районах Гватемалы, да, это для них прям там катаклизм. Но опять-таки у них случается каждый год, они уже это знают, они к этому готовы. Вот. А на озере там просто пройдет сильный дождь такой, как будто включили кран, вода стеной стоит, потом краник закрыли, через 2 часа все, вышло солнышко, все сухо, лужи даже нет. Поэтому... В озере купаются? Вода вообще холодная? Да, да, холодная, но я купаюсь, мне нравится. Потому что, знаешь, днем из-за того, что высота большая, сильно нагревается воздух, ну, там, и поэтому кайф в холодной воде потом плавать в озере. Но и она чистая там, это плюс. Поэтому Какая живность там водится? Прям хочется. Там практически ничего не водится. Ничего не водится? Ну, какие-то мелкие рыбки, крабики там. Так, там в свое время, мне кажется, выловили всю рыбу местные. И так ничего там... Закрытая экосистема, там ничего не появилось, не завезли. Слава богу, мне даже кажется, что не испортили это чем-то извне. Окей. Твои минусы Гватемала? Ну, смотри, как русского человека, да, что мне было непривычно, скажем так, я могу сказать, что это отсутствие свободы передвижения. Но опять-таки делаем скидку, я говорю про столицу. Потому что если живешь в департаменте, то там нет этих проблем. То есть, я сейчас говорю про преступность, да. То есть пока мы жили не в столице, я могла везде ходить спокойно, одна или с детьми, я не боялась ничего. Ну, там максимум тебя назовут гринго, предложат что-нибудь купить за втридорого, и все. В столице всегда, это, знаешь, состояние немножко напряжения. Ты должен знать, куда тебе можно поехать, в какую зону тебе не нужно ехать. Есть это понятие зона роха, красная зона, когда туда лучше не заезжать вообще. А что там не так? Ну, там могут тебя прям ограбить или похитить, и потом просить с тебя выкуп, и вообще тебя никогда не вернут. Ну, то есть там просто те районы, которые живут местные преступники? Да, конечно. Ну, вот это, знаешь, Мара. Это люди, которые татуировки даже на лице, и поэтому они никогда не могут выйти за границы этих районов, потому что сразу будет понятно, кто они. Ну, то есть их сразу примут. А полиция не борется с этим? Это очень сложно, потому что это же коррумпировано, и потом у них очень сильная сеть. Это все завязано на продаже наркотиков. Гватемала тут больше как проезжая страна, скажем так, через нее перевозят это все. И они же очень сильные в этом плане, поэтому полиции сложно с этим бороться напрямую. И они как бы не очень, зная ограниченность своих сил, мне кажется, они не заинтересованы в этом. Себя лишний раз подвергать такой опасности. Они следят за порядком во всех остальных зонах, скажем так. Но количество преступности увеличилось, когда в Сальвадоре Букеле всех посадил или нет? Ну, то есть убежали из Сальвадора к вам? Да, знаешь, но это всегда происходит какими-то волнами. Вот они начинают говорить, что да, вот они перешли, но это опять-таки, допустим, на пограничных районах в основном. На каких-то пограничных районах, когда они приходят. Но опять-таки тут же есть своя местная мафия, то есть они там должны между собой тоже все перетереть, как-то там, как в природе в живой, знаешь, кто-то должен обозначиться в итоге королем львом и там, победить, и более слабого подавить, там, убрать. Не знаю, в общем. Но опять-таки, я рассказываю это все больше как из теории. То есть я лично с этим никогда не сталкивалась. Это все слухи, новости из газет. Там. Вот. А столица, из такого непривычного, то есть, во-первых, это мир машин. То есть тут есть общественный транспорт, но им очень советуют не пользоваться, и он очень неудобный.
То есть я лично пользовалась, но он, правда, неудобный. Ну, такие автобусы школьные большие. О, это школьный автобус, Чемодан chicken наверх. bus, который называется, да. И там сверху может у тебя даже и семья ехать, и корова, и все, что хочешь. Вот. Это считается городским транспортом или частным транспортом? Как это вообще? Но это как частные компании. Вообще междугородние все рейсы только частной компанией проводятся. Прям именно государственные компании только по столице циркулируют автобусы. И вот они, кстати, такие самые приличные, прям они такие чистенькие, хорошие, у них есть охрана всегда при входе. То есть, Это по столице, которые да, автобусы? вот эти зеленые, знаешь. Метробас. Метробас, да. Они классные, они хорошие. А почему сделали остановку, чтобы заходить сверху, а не снизу земли? А у них вообще нет подземных практически Нет, я к тому, коммуникаций. зачем сделать вот этот парапет, чтобы заходить в автобус. И высота дверей очень высокая. Ну, то есть он не остановится в любом другом месте. Чтобы Ну люди вот вышли. это как вот поэтому называется метробас, потому что это как метро. У него своя выделенная полоса автобусная. И никто там не ездит. Никто там не ездит. Ну, только обгоняют по этой полосе. И он едет без пробок практически по своей полосе. Он останавливается только на этих остановках. Но это сделано специально, потому что, ну, ты пойми, гватемальцы, они же такие люди, они все на расслабоне, потому что вот эти chicken-басы, допустим, желтые эти автобусы школьные, они тебе как наши маршрутки, они на любом углу тебе могут тормознуть, подхватить. Так вот, чтобы этого не было, чтобы было больше порядка, знаешь, приучить местных к этому порядку, они поставили такие остановки, чтобы только там мог останавливаться автобус, больше нигде. То есть именно там он только выпускает пассажиров, только там садится. Опять-таки это тоже для безопасности, чтобы никто в любой момент не мог забежать в автобус. Ну, для безопасности, если автобус сломался, как будут все выходить? Прыгать? Ну, это, наверное, какие-то экстренные случаи, знаешь. Ну, они тоже бывают. Ну, наверное. Ну, это же Ну, знаешь, что аварийная намного ситуация. чаще бывает, допустим, вот в этих междугородних автобусах, что просто заходит чувак с пистолетом, он так открывает сумку и говорит: ну давайте, ребят, скидываемся. И все такие телефоны, кошельки. Вот он проходит, собирает, как, знаешь, по церкви. Колым. Так он все это собирает у всех, потому что никому не хочется с пистолетом драться, да. И выходит. Вот это часто бывает. Намного чаще, чем какая-нибудь экстренная поломка метробусов. Поэтому они защищаются от более реальной угрозы. То есть это защита от таких преступников Да, с пистолетом? конечно, конечно. Чтобы он туда не запрыгнул? Да, да. И поэтому на каждой остановке, если обратишь внимание, всегда стоит такой охранник полицейский, который тоже смотрит, что там никто такой прям совсем сомнительный и не забежал. Да. Ну и камеры висят. Где я сейчас? С кем встречаюсь? Что замышляю? Ты хочешь знать больше, чем открыто? Тогда тебе в наш телеграм-канал Кажан17. Здесь не просто ответы. Здесь подсказки, намеки и секреты. Следи и спрашивай. Следующая съемка уже близко. И, может быть, именно твой вопрос попадет в эфир. Все нужные ссылки в описании. Тайна зовет. А про вот эти автобусы школьные, а они вообще насколько комфортабельны, особенно на длительное расстояние? Ну, на длительное расстояние я бы советовала другие частные компании. Приличные автобусы такие, знаешь. Они дороже, но ты можешь их себе позволить, они не такие дорогие. Больше на наши похожи, да? Да, обычные пульманы вот эти. А chicken bus это больше как раз вот для индейцев, к сожалению. То есть я лично там ездила один раз просто для интереса, там в Антигуа, знаешь, то есть это такой туристический городок. Вот. И там это прямо, знаешь, такой аттракцион. Ты должен хотя бы раз в жизни на нем съездить, потому что ты заходишь, там внутри музыка, значит, какие-то огни разноцветные, прямо это как автобус-вечеринка. Вот. И на дальнее расстояние это, конечно, супер неудобно, я бы никому не советовала. Ну и незачем, собственно, если у тебя немножко есть денег, ты в любом случае возьмешься обычный рейсовый автобус. Поедешь. Ну и, как я говорю, Гватемала — это не про общественный транспорт. Тут все-таки нужно иметь свою машину. Ну, даже куда-то ехать, то лучше на своей машине, естественно. Ну, удобнее, это просто удобнее. Так построен город под машины. То есть у тебя тут автосервис везде. В булочную, в аптеку, в супермаркет, в ресторан. Ты везде можешь подъехать на машине. Можно не выходить из нее.
А если тебе хочется прогуляться пешком, тебе будет сложнее, потому что сеть вообще пешеходных дорожек, она вообще здесь не продумана. Иногда ее просто нет. Не везде можешь пройти пешком. Ну, на это не рассчитывают они. И для меня, например, это было некомфортно, потому что я, например, у себя дома, я привыкла везде бегать пешком или что-то там в автобусе быстро, вот так. И поэтому здесь я именно выбрала район в центре города так, чтобы мне было максимально удобно передвигаться пешком рядом с домом. Все у меня было. И это здесь сложно найти. Даже в хороших зонах, дорогих зонах, вот люди с деньгами, они уже привыкли все равно все на машине. У них нет ничего рядом с домом. Даже школа, например, в основном сейчас все хорошие школы, их вынесли за границу столицы, и в основном их отвозят на машинах мама каждый день. Есть, конечно, школьный автобус. Я, например, лично пользуюсь школьным автобусом. Я не готова возить 3 детей, 3 раза туда мотаться. Но местные любят отвозить детей все равно на машине. Ну, это в стоимость входит школьный автобус, да? Нет, отдельно оплачиваешь. Отдельно оплачивается? Отдельно. И недешево. Вот я, допустим, я лично за каждого ребенка плачу $100 за автобус в месяц. За каждого. Он привозит и отвозит? Привозит и отвозит. Это, да, очень удобно. Очень удобно, потому что я просто спускаюсь из дома, и он прям подъезжает к моему дому. Они маршрут простраивают. Остановка прямо у тебя забирает ребенка прямо перед домом. И опять-таки, когда развозят, прямо у тебя перед домом его вывозят. И его не выпускают одного из автобуса. Ты должен обязательно выйти, его забрать. И координатор автобуса, она мне звонит, там, вот мы через 5 минут уже подъезжаем, я спускаюсь. Это вот такой желтый да, школьный автобус? Желтые автобусы, списанные из США, купленные старенькие автобусы, эти желтые. Так да. ты только что сказала, что небезопасно. А если детей так? Не, но они небезопасные, они, которые, они, знаешь, уже разукрашенные. Ну, то есть это когда эта компания, автобусная компания их берет, и вот они ездят. И они такие уже веселенькие, такие разноцветные, красивые. Вот. Они небезопасные. А школьный автобус, он очень безопасный, потому что всегда, кроме... туда никогда не зайдет чужой человек. Никогда То есть там охранник с оружием ездит? Нет, но там водители всегда его сопровождение. Один человек без оружия, слава богу, не нужно как-то им... и детей от них не отпускают, то есть их отдают прямо тебе в руки. Остановки только там, где вот ты договорился, то есть там, где ты живешь, там, да, он идет по маршруту. То есть это все достаточно безопасно. Не нужно как-то охранника с ружьем, хотя бы, слава богу, в автобусе школьном. А как ты считаешь, правительство о своих гражданах вообще заботится? Ну, то есть там социальные выплаты, пенсии, декреты. Вот декрет оплачивался? Нет, у них вообще декрет... какой-то смешной, по-моему, 3 месяца официальный декрет. То есть это ни о чем. Это в госучреждениях, опять-таки, если ты официально устроен. Большинство людей, многие не устроены официально. Да? То есть частные компании не выплачивают декретные, если ты там работаешь официально? Не уверена. По-моему, только государственные. Я лично не работала на местных, на гватемальских компаниях, но, насколько я знаю, даже пенсии, вот если мы говорим о пенсиях, 100% частные компании пенсии не платят. То есть их платят только государственные компании, государственные учреждения, но они какие-то настолько минимальные, что можно сказать, что в Гватемале нет пенсии. А когда ты работаешь даже в частной компании, социальный взнос ты не оплачиваешь дополнительно? Нет. Не отчитывается у тебя? Отчитывается но это не на пенсию, а на, во-первых, на страховку на медицинскую, ОМС да. обычный. И у них есть такая еще местная тема Иртра. Это огромный парк развлечений, целая сеть парков по стране. Очень хитрая схема. Мне она тоже всегда раздражала, потому что я не могла понять, почему я со своей зарплаты должна платить на какую-то частную компанию. Потому что это частная компания, но у нее контракт с государством, что все компании должны отчислять на нее деньги. И ты, получается, имеешь право в течение года останавливаться там. То есть это бесплатно. Парк аттракционов, да, не бесплатно, а у тебя, знаешь, получается как скидка какая-то. Большая скидка, когда у тебя членская карта на вход в эту Иртру, и тебе дают со скидкой номер в отеле, и, соответственно, и вход в парки бесплатный, вот так. Это парки из развлечений, они хорошие, я ничего могу сказать, они их очень хорошо содержат, они там красивые. Он один или их несколько? Много, их много.
Вот есть столицы, есть по дороге в Элистора, недалеко от столицы, и есть самый крупный в Рителюлеу. Там прямо 3 парка, и они уже строят 4-й парк. Там отдельно аквапарк, отдельно парк аттракционов, отдельно еще один парк, где там все вместе, и вот еще какой-то 4-й они собираются строить, уже не знаю. Даже Ну, то есть ты отказаться от этих выплат не можешь? Не можешь. Если у тебя официально открыта компания, ну, не говорю про мелкий бизнес, нет, но вот если у тебя уже крупная компания, как акционерное общество получается, то ты не можешь от этого отказаться. Более того, сам работодатель, он обязан платить, и ты уже можешь договариваться, либо ты будешь это вычитать из зарплаты твоих подчиненных, либо ты это сверху из своей прибыли будешь платить. Но отказаться нельзя. И поэтому меня это возмущает немножко, потому что, ну, может быть, не все хотят ездить в парке аттракционов, знаешь. И это частная компания, в конце концов. Ну, вот так. Но за счет этого они держат очень высокий уровень вот этих парков. Насколько инфраструктура улучшилась, вот, допустим, с того момента, как ты прибыла в Гватемалу и на сегодняшний день? Ну, знаешь, чем мне нравится Гватемала, что здесь все очень стабильно. Здесь ничего не улучшается и ничего не ухудшается. Вот. Во-первых, у них тема с президентами, что он не имеет права на перевыбор. То есть вот он 4 года отработал, все. То есть каждые 4 года у них меняется правительство, причем уходит президент, уходит весь его кабинет министров. Это по закону. Они обязаны сменить весь кабинет. Соответственно, времени на то, чтобы что-то поменять, у него, по сути, 4 года. Ну, сколько там? 1-й год он только привыкает, входит. Все это очень мало времени, чтобы что-то реально изменить в стране. Потому что есть проблемы социальные. Мне кажется, они не напрягаются особо, чтобы что-то изменить. И вот зная, что у них, собственно, времени особенно нет, ну, есть еще внешние эти факторы с преступностью организованные, да, они не стараются, да, собственно. Ну, как-то что-то кто-то... В общем, знаешь... Я, кстати, не понимаю, почему. У них очень часто сидят президенты. Очень много президентов в тюрьме. Сначала срок президентский, а потом приходят, срок... Они как бы, да, они дорваются до власти, воруют, и потом их сажают. Я не знаю, какая голодные логика, да, нахватать, успеть. И вот. Но это всегда такой прям веселье выборов, потому что они прям не знают до последнего, кого изберут. Они реально соревнуются, у них эта гонка президентская, все это по чесноку. Но, я же говорю, реально у них нет особенно шансов что-то прям кардинально изменить. То есть они вводят, конечно, какие-то, ну, законодательство меняется немножко, но кардинально ничего не меняется. Ну и сам их уклад жизни такой, что они не рвутся большими реформами, знаешь. Но стабильная страна, очень стабильная. Например, вот курс доллара. Я когда приехала 13 лет назад, $1 был 7 кецалей 50 центов. Вот прошло 13 лет, $1, 7 кецалей 70 центов. Понимаешь, за 13 лет ничего не изменилось. Цены выросли, но настолько мизерно. Ну, там, грубо говоря, фунт томатов стоил 3 кецаля, через 10 лет фунт томатов стоит 6 кецалей. 10 лет. Я каждые 2 года стараюсь летать домой, в Россию. Я когда прилетаю, я захожу в супермаркет, и я так потерянная, я не могу понять, что происходит, насколько все изменилось. Я цены вообще не узнаю. И это, ну, как бы, вот так, это их, знаешь, такая стабильность и плюс и минус, с одной стороны. Потому что, ну, люди знают, что им ждать, у них стабильность в завтрашнем дне, и они также знают, что ничего к лучшему не поменяется тоже. Ну, вот они живут в таком, на позитиве все, знаешь. А много вообще здесь иностранных компаний? Да, конечно. А? Да, много. Много, ну и США много компаний. Да. А с чем связаны вот дома в Гватемала-Сити? Они однообразно одинаковые, такие тинг-тинг-тинг-тинг. Как-то серо смотрится все. Ты думаешь? Да. Мне нравится их архитектура. Ну, потому что, во-первых, очень много новой стройки. У них нет старых многоэтажных домов, знаешь, потому что достаточно недавно начали их строить, многоэтажки. И поэтому они все такие относительно свеженькие, построены. И, ну, мне нравится их стиль, дизайн внешний. Твои рекомендации? Панелек у них, например, нет, наших страшных вот этих панелек. Нет, но у них, я поясню, что я имел в виду, они
такие серенько, беленькие, красненькие. Все, 3 цвета. И они везде одинаковые. То есть, если ты там Россию видишь, там, желтый, стеклянный, голубой, там, цвета все разнообразные, то здесь как-то все однобоко. Ну да, ну это маленькая страна. Это считай, ну вот смотри, у них население сколько там, 17 миллионов, по-моему, сейчас. Из них 5 живет в столице. То есть это, по сути, один единственный город-миллионник на всю страну. И они очень консервативные сами по себе люди. То есть и они строят примерно так, как вот им нравится в общей сложности. Нет большой, ну вот, как ты говоришь, нет различий, да, сильных. Потому что маленькая страна. Ну, я даже сравню тебе с Панамой. Ну, Панама, может быть, стеклянные башни, да. одна такая. То есть разнообразная архитектура. И тоже, ну, если мы говорим про возможность постройки, высоту и так далее, тоже рядом есть вулкан и так далее. Не, ну это не про, да, это не про климат. Ну, это не про... Поэтому, ну, у них как-то вот такой взгляд, он такой... Я это сразу, вот как заехал в Гватемалу, обратил внимание, что как-то все одинаково по зданиям похоже. Ну, потому что вот они примерно в одно и то же время построились, я же говорю, нет старого фонда. И плюс, ну, они все-таки консервативные люди местные. У них даже, ну, ту же школу, например, ты не попадешь просто так, не можешь подать документы, и тебя там примут, просто потому что у тебя есть на это деньги. Нужно по связям. То есть это через знакомых всегда, через круг знакомых. А в школу, чтобы попасть, тебе нужны рекомендации от тех, кто либо у кого там дети учатся, либо кто там учился сам. Тебе просто так тебя не примут. То есть у них все вот это, знаешь, это вот группками вот этими их. Поэтому в этом плане, вот, я же говорю, мне нравится больше Мексика, потому что, ну, я там не жила, но вот сколько я путешествовала, именно потому что настолько большой город, что они не могут вот так друг за дружку там держаться, придерживаться. И поэтому там намного больше разнообразия в любом плане. Вот. Твои рекомендации? Стоит ли вообще в Гватемалу приезжать, жить, путешествовать? Слушай, ну это, знаешь, на вкус и цвет. Вот. Кому-то здесь очень нравится. Скажем так, вот если вам хочется вот такое спокойствия, стабильности, расслабленности в жизни, хороший климат, да, свежие овощи, фрукты, то это классный вариант, это хороший вариант. Но как бы нужно учитывать, что, допустим, если ты привык к особенной большой развитой цивилизации, скажем так, всякие там, не знаю, там, театры, события, вот это все, то это не про Гватемалу, это не здесь. Здесь вот все-таки они как-то ближе к природе. Горы, вулканы. Горы, вулканы, классный климат, да, вот чистый воздух, вот это. И спокойствие, потому что они все вот такие очень на расслабоне. У них нет этой быстроты жизни, как у нас, что мы должны двигаться, прогресс какой-то, или там революции, реформы. Нет, это вот не про Гватемалу. Ты здесь счастлива? Ну, мне здесь нравится, да. Здесь Хочешь нравится. в Россию? Но мне нравится в России тоже, знаешь. Я не жалуюсь. Я не уехала от плохой жизни, скажем так. И, ну, я вообще считаю, что не стоит жаловаться на страну, в которой ты живешь. В любой стране есть свои плюсы, есть свои минусы. Просто нужно, если, скажем так, ты нашел людей в этой стране, с которыми тебе комфортно жить и существовать вот ежедневно, ты можешь жить в любой стране. Хоть там в пустыне Сахара, я не знаю. Если у тебя но если там нет людей в пустыне Сахара. Ну вот если у тебя вдруг появился этот круг людей в пустыне, с которыми тебе комфортно, вот ежедневный твой круг общения, то, мне кажется, можно жить где угодно. Поэтому, ну, я не жалуюсь здесь, скажем так. Мне нравится, да. Ну, в России нравится. Россию посещаешь? Да, конечно. Я стараюсь приезжать почаще, насколько это возможно. Потому что у меня там семья, мои родители. И все-таки дети, они хотят тоже с бабушкой, с дедушкой. Внуки — это для них единственные внуки. Поэтому мы стараемся всегда ездить хотя бы раз в 2 годика, приезжать туда, да. Высшее образование дети где будут получать? В Гватемале или в России? Они будут сами это решать. Я вообще их не ограничиваю. Пусть хоть куда угодно езжают. Потому что, ну вот смотри, например, мой муж, он не получал в Гватемале высшее образование.
он сразу такой решил для себя, что он будет где-то за рубежом, где неважно почему, просто за рубежом, чтобы был такой, ну, для него опыт жизни, попутешествовать, пожить в другой стране. И это классно прокачивает человека, вообще путешествие, и, знаешь, именно протестить, скажем так, себя, пожить в другой стране. Неважно, причем в какой. Это прям здорово прокачивает. Поэтому я хочу, например, чтобы мои дети, может быть, и не здесь, и не в России учились. Именно за тем, чтобы у них расширялся их опыт жизненный. Пусть где им захочется, знаешь. Ты слышишь это? Это зов. Зов неизведанного континента, где улицы шепчут истории, а люди делятся тайнами своей жизни. Ты еще не задал свой вопрос? Оставь его в комментариях, и, может быть, именно ты станешь героем следующего выпуска. Подпишись, подключайся к голосу Латинской Америки.